Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга, и я приглашаю вас к себе в гости. Я прошу прощения за долгое отсутствие, давно меня не было на канале, но перед Новым годом мне хочется вас поприветствовать, поднять вам настроение новогоднее, у кого его еще нет. И сегодня, друзья, я украшаю свой дом к Новому году. Сегодня мы устанавливаем елки, купили две елки, вот одна уже установлена, стоит в комнате дочери, она небольшая, где-то 1,70 м, 1,80 м, небольшая елочка, дочка всегда ее украшает одной гирляндой. Вот такая штора у нее расположилась на карнизе, вот так украсила она свою комнату. Ну а сейчас я вам покажу, какая елка у нас будет в гостиной. Она будет большая. Также мы уже украсили и окна вот такими гирляндами. И сейчас, друзья, я вам все покажу. Также сегодня я украшу и камин к Новому году. И приглашаю, друзья, вас поучаствовать в этом процессе и напитаться новогодней атмосферой. Ну и вот наша красавица, которая будет у нас в гостиной. В этом году нам досталась не очень ровная симметричная елочка, но она достаточно большая, 2,5 метра. Я сейчас ее обмотаю гирляндой, огонечки, и она выровняется. Немножко у нее еще замороженные веточки, они должны немного опуститься. Вот, она будет еще более широкая, пока она такая слегка примятая. В конце ролика, наверное, я вам покажу, как украшу камин. Ну а вот здесь вот на диване я пока достала игрушки. Здесь каминные носки, украшения для камина. И вот такими игрушками я буду украшать елку. Я всегда использую белые игрушки, обязательно деревянные. И вот такого оттенка розового у меня будет елочка. Я процесс снимать не умею, украшения. Я вам буду показывать промежуточные результаты. А сейчас я повешу на елке гирлянды. Вот так елочка смотрится с огонечками. Здесь у меня две гирлянды, примерно по 10 метров. Ну а сейчас я повешу белые игрушки. Сначала развешу белые и покажу вам, как она будет смотреться дальше. Вот такая нарядная елка стала с белыми игрушками. Уже смотрится очень красиво и нарядно. Ну а сейчас я повешу вот такие деревянные игрушки. У меня большая коллекция, я каждый год пополняю эту коллекцию. Сейчас развешу, но потом, наверное, добавлю немного розовых шаров. Ну вот и наряжена елочка. Смотрите, друзья, какая она красивая, нарядная. Вот такие игрушки я повесила, деревянные, белые шары, розовые шары. Получилась такая уютная, очень ароматная елка, только что, можно сказать, из леса. Очень вкусно пахнет, жаль, вы не чувствуете этого аромата свежей елки, настоящей елки. Ну а сейчас я буду украшать камин. Вот так он выглядит без украшения новогоднего. Ну, вот такие вот фонарики, подсвечники там стоят, какое-то еще осеннее украшение. Кстати, на подоконниках я уже поставила и Деда Мороза с подарками. Ну и вот такое небольшое украшение на подоконниках уже стоит новогоднее. Ну а сейчас я украшу камин и покажу, как сложится композиция елочки вместе с камином. Ну вот и камин украшен. В этом году я решила украсить камин в красных тонах. В прошлом году камин был бирюзово-голубой, бирюзово-зеленоватый. Вот елочка это с прошлого года. Вот в таких тонах был камин. Носки были бирюзовые, ну а в этом году красные. Вот посмотрите, как получилось украшение. Вот такие красные носки каминные, вот такие уютные мышки. Они в прошлом году тоже стояли по обеим сторонам камина, и в этом году они тоже здесь стоят. Вот такие красные фонарики, корзинка с шишками, огонь, свеча, все по-новогоднему. И вот так композиция смотрится вместе с елкой. Я думаю, что получилось красиво, атмосферно, уютно, тепло. Ну и надеюсь, эта атмосфера новогодняя передалась и вам. Надеюсь, я подняла вам настроение, появилось новогоднее настроение. Ну и, друзья, в этом году, в уходящем, я хочу пожелать вам, чтобы все ваши мечты в новом году осуществились, радости вам, счастья, а главное здоровья. Заходите ко мне в гости, и до новых встреч, друзья. У меня в гостях
С вами была Ольга, и всем пока!